Ребятки, всем привет! Мы на рыбалочке, только-только вот приехали, раскладываемся. Вот сзади водоемчик, будем сейчас пробовать. Сегодня мы приехали на толстолоба и приехали на карпа амура. Приехали на сутки. Погода солнечная, как видите, маловетренная. Надеюсь, дождя не будет, надеюсь, нас не смоет. А если будет, то так уже и будет. Вот, и облавливать мы сегодня будем наши новые рецепты, как всегда. Сегодня я взял с собой окроп, вот, и взял с собой очень интересный рецепт, который, не поверите, с перцем, с обычным черным перцем. Я его смешал на самом деле с паприкой, вот, и с куркумой. Сделал такой микс из приправ. Честно, никогда не ловил, даже понятия не имею, будет ли на такое клевать. Но ради эксперимента я сделал несколько бочонков, у меня их 5. Вот, сегодня я на них заброшу. Вот, а там дальше посмотрим, как оно будет. Все, будем раскладываться потихоньку. Давайте познакомимся с боезапасом нашим на сегодня. Так, это 4 штучки перец. Ниже там лежит корица под целлофаночкой. Вот раз, два, три, 4. Перец плюс куркума, плюс, смотрите, я скажу паприки немножко. Дальше пошли. Трава. И вот это светленькое, это кофе. Вот 5 штук. А вот это корица. Корица азербайджанская. Этот раз я немножко другую его взял. Вот сейчас будем опробовать. На все понемножку забрасывать. И, как говорится, будем смотреть, на что лучше клюет. Есть. Первый пошел. Это я закинул на кофе. У меня еще осталось с прошлого раза. Поломал удочку, представляете? Все-таки китайская снасть — это говно. Скажу вам как есть. Вот такое. Поэтому лучше там заплатите чуть побольше, но по крайней мере у вас не будет такого эпик фейла, как у меня. Ну, что маємо, то маємо, короче. Так что будем сегодня ловить на 3,5. Пойду я возьму еще 2 удочки и закину их на амура. Или на карпа. Так хочу на поплавок посидеть, что капец. По крайней мере, пока ветра нет. А там дальше будем смотреть. Решил я таки забросить еще 2 удочки. Одну на зеленый горошек, а вторую на кукурузку. Вот чертовски хочется, чтобы именно на удочку клюнуло, чтобы потаскаться. Вообще, это мой любимый вид рыбалки на самом деле, поплавочная. Так что будем ждать. Еще до конца не разложились, только вон пытаемся. Закинули. Также вон 2 карпача. Ну, на те же насадки, вообще без этого, без каких-либо там бойлов, вкусовых и т.д. т.п. То есть по классике. Горох, кукурузка. Ну что просто хочется отдохнуть. 2 последних недели они просто были безумно тяжелыми у меня, по крайней мере. Все в работе. Не было никак времени банально даже куда-то вырваться. Потому сейчас просто сижу такой, знаете, там, полусонный, но по крайней мере сижу и пытаюсь отдыхать. Вот. Но рыбу мы ждем. Как на проверку рецептов. Потому что все же это моя первоначальная цель. Но так и надеюсь, что клюнет вот на вот эти 2 малышки. Вот одна и вот вторая лежит. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи мне. А вот и наш першачок. Надеемся. Да, надеемся. Так, там подсак. Давид, и вот там вот подсачек возле этого лежит. Возьми, пожалуйста. А он возле кресла.
Маленький, да? Да, невеличкий. Это на перец, кстати, клюнул. Такий, кілошечка. Кілошечка. Даже може і менше. Короче, спиногриз. На перець клюнув. На странну насадку, на яку я думав, що може і не буде клювати, а воно клюнуло. Так, ну що ж, таких ми не беремо, таких мы отпускаем. Поэтому вот цепляем и в плавание. Знаете, я на самом деле сделал этот рецепт, чтобы потроллить некоторых подписчиков, да, что типа а там на специи не клюет, все такое. Честно, я был твердо уверен, что оно и клевать не будет, там вот это все, а вот эту чудо-смесь. Но удивился, однако. У меня еще осталось 4 бочонка. Если будет еще одна поклевка, а не будет это залетный, я, наверное, склепаю себе партию из штук 20, попробую целенаправленно на них половить, проверить. Где-то на каком-то водоеме, где с клевом не все в порядке. Самое смешное, у меня стоит 4 разных бочонка, а клюнуло именно на перец. Ну, вот как-то так. На самом деле сейчас день, предельная жара, клёва вообще практически никакого нету. Вот мы больше сидим, ждем, скажем так, когда солнце начнет потихонечку спадать, потому что на улице, ну, на солнце я не знаю сколько, но в тени 30-ка это как пить дать, очень жарко, практически безветренно. Вот, видно, как плавают толстолобы, причем, ну, не просто видно, да, это, ну, там, кабаны, скажем так. Но клёва нет, как такового. Хотя не сильно много времени прошло, ну, обычно, как бы, ну, меня долго сильно ждать не приходится поклевки там нашего серого друга. По крайней мере, ну, в тех водоемах, где мы ловим, да, то есть и на реках в том числе. Его тут не скажу, что сильно мало, хотя он и капризный. Но тем не менее, обычно там до часа нужно там ждать поклевку и клюет. А в среднем это интервал где-то там 30-40 минут. Хороший клев там 20 минут. Вот, ну пока так. Я пока что, я не знаю, меня просто распирают эмоции больше такого юмористического характера с этим бочонком, что получился. Ну, как говорится, маемо, что маемо, да, то есть ждем дальше, ждем наступления вечера и дальше будем смотреть, что у нас из этого всего дела выгорит. Напоминаю, сегодняшняя наша рыбалка — это проверка технопланктона укроп. По совету одного из наших подписчиков. Я решил ее проверить, вот, и на нее половить. И пока я делал этот рецепт, я достал там 2 пачки перца черного молотого было, и куркуму, и паприку, смешал все это дело и сделал себе там 6 бочонков на попробовать. Ну вот пробую. Так что как-то так. Карп не клюет, как и амур в целом. Хотя прыгает, гуляет. Ну, я думаю, что это связано и с солнцепеком. На улице на самом деле 30-ка в тени. Вот, на солнце все 30 плюс. Поэтому оно не удивительно. Вот, видите, под самым берегом плещется. Вот. Но тем не менее, ждем с вечера. Там дальше будет видно. У нас сегодня 3 число, 3 июля. Только-только начинается сезон на толстолобика, на карповых.
Только вот буквально на днях прошел нерест. Вот. И я думаю, что мы сегодня и в ближайшее будущее еще не раз порадуем вас видосиками с нашими пернатыми друзьями. Серебристыми и усатыми, и с луской, и без луски. В общем, рыбами, как говорится. Так, прошло 4 часа. Честно говоря, клев я ожидал немножко другого расклада. Получше, что будет. У нас результат пока что 3. Такие где-то по килошке берут. Мы их там поймали, выбросили, получается. Вот. И у нас по одной пока что получается. Одна клюнула на траву, одна клюнула на перец. Вот. И один клюнул на укроп. То есть пока что тяжело что-то с чем-то сравнивать. Посмотрим, сейчас немножко солнце начнет садиться через пару часиков. И посмотрим, что будет вечером. Но на улице мы вот смотрели, получается, на солнце до 40 градусов доходит. Ужасно жарко, практически безветренно. Вот. Хотя я очень хотел на самом деле, чтобы было безветренно. Вот. Но в такую погоду лучше не на озере быть, а лучше быть на реке. Больше шансов. Прохладнее вода. Вот. Но как есть. Клев слабый. Знаете, я даже думаю, что это не столько из-за погоды, он слабый, потому что толстолоб любит такую жару, он не гуляет, он активно питается и так дальше. А скорее всего из-за того, что по-хорошему у него только начинается как бы период жора. И начнется он буквально от плюс-минус где-то неделька, если как бы будет вот такая жаркая погода. Потому что начинает цвести вода. Вот, и с активным цветением воды начинается точно так же активное питание этой рыбы. Соответственно, нам нужно будет адаптироваться под эти условия, искать запахи, которые его будут привлекать, и ловить. Вот пока что я вам покажу, что происходит. Весь водоем просто-напросто пестрит от рыбы. Там, вот видно просто, как они вот, плавают, прыгают. Но крупные особи пока что не берут. Ну, даже средние пока что не берут, пока что только у нас мелочь проклевывает. На самом деле для проверки рецепта как бы это особо на скорость не влияет, да, то есть задача проверить, клюет или нет. Вот, но, наверное, на следующую рыбалку я попытаюсь задаться целью сообразить рецепт, который будет более или менее нацелен на крупнячок, то есть с повышенным составом белкового составляющего. Потому что, как там известно, если кому не известно, то станет известно, что особи от 4 килограмм плюс, они, чтобы набрать свою массу, постепенно переходят на пропитание белковой едой, то бишь становятся, условно говоря, хищниками. И чем больше как бы растет толстолоб, и когда он дорастает до килограмм 15 плюс, туда до 20, он вообще переходит на раки, даже бросается на рыбу и так дальше. Из травоядного, для того, чтобы набирать массу, он становится таким условно хищником, да, то есть который для поддержания своего веса и набора следующего строит свою как бы свой организм уже с мяска. Ну, мы будем ее пробовать ловить на яичный порошок, криль. В общем, когда буду делать рецепты, с вами обязательно поделюсь. А пока что сидим, наблюдаем, как у нас все
прыгает везде. А, кстати, чайкам раздолье. И тут чайки, как эти, как гуси уже скоро будут. Гляньте, что происходит. Под самим поплавком. Гляньте. Ну, он просто как бы, ну, не особо там в желании клевать, скажем так. Карповые снасти, вот чтобы вы понимали, вот как мы забросили, глухо вообще. Даже не пыталась. Ловим дальше. Там будет видно. Началось утро с дождя. С такого конкретного. Пропикало что-то только что на это самое. На карпятник. Но мимо. И сажала наш горошек. Не, ну это, слушай, это была реальная поклевка. Горошек был. Был зеленый горошек. А может было и коряк. Ну что, сейчас будем перезаряжаться, забрасываться. Время 5 утра. Пасмурно. Дождик. И кофе убежал. И кофе убежало. Ну, все как надо, все как утром. Пап, я его поднимаю. А пока мы не начали, вы зацените это. Просто зацените. Вот это то, на что я сейчас смотрю. Вот какой контраст вообще, да? Пасмурно так. И такой розовый рассвет. Блин, это потрясающе, серьезно, это вживую наблюдать. Просто нету слов. Перебрасываю толстолобники. Хоть и пасмурно, хоть и ветерок. Ну, тем не менее, все бывает. Ну, этот уже покрупнее у нас получился, где-то 2. Я клюнул на укроп. Вот, смотрим дальше. Не смутило вообще его ни разу, что на улице пасмурно и явно такая, ну, не толстолобная погода. Как показывает практика ловли его именно здесь, утром он клюет. Днем была классная погода, солнечная, тепло, тихо. Практически не клевал. Было там парочку таких типа а-ля килограммовчики и все. Ну, смотрим, что будет дальше. Как бы утро только начинается. Мы только перебросили. Не прошло еще и получаса буквально. То есть у меня от заброса до поклевки, ну, прошло где-то минут 20. Интересно получается. Посмотрим, что будет дальше. В итоге у нас статистика сейчас такова. Укроп 2, трава 2, перец 1. По-моему, клюет, ребята. Только непонятно, рак это или что это. Или черепаха. Странно потянуло. На удочку что-то потянуло, только непонятно, черепаха, рак или все-таки рыба. И на планктон клюет. На планктон клюет он. Поплавок летает. Да.
и переброшу пока что вот эту левую удочку. Видите? Она у меня была на горошек. Как-то странным образом медленно потонула и выплыла. Но очень похоже на поклевку рака. Пока там пытается клевать, постараюсь успеть. Начался, кстати, дождь. Ну, вообще погода карповая такая. Только он почему-то не клюет. Ну, по крайней мере, мы не поймали еще. Давайте так вот более правильно выразимся. Потому что парочку поклевок было. И на карпятник было. Промахнулись. На зеленый горошек, кстати, поклевка была. Но пока что вот пытается что-то сделать с этим поплавком кто-то. Кто-то что-то. Вот что я наблюдаю, это плавает целая куча черепах. Точно какая-то мелочь, не видите, никак доклевать. О, пошел в пляс. А, там уже что-то сидит. Походу что-то очень-очень мелкое. Дождь не дождь, а толстолобик есть. Маленький, конечно, килограммчик, но тем не менее для меня это в принципе открытие, что в такую погоду они клюют. Клюнул он у нас... Блин, ребята, он у нас клюнул на окроп. Это уже третий. Интересно. Сейчас вам хохму покажу. На улице 7 утра, начало 8. Ну вот вы видите, погода на улице, да? Давайте же теперь спросим нашего гидромедцентра, что он говорит. Супер, правда? Это просто капец. Нема слов просто. И вот с таким раскладом попробую спланирую себе как бы рыбалку. Ну, что есть. Видите? Ну вот так. Поэтому у нас без осадков. Светит солнце. И все хорошо. Дождь закончился. Знаете, ну скажем так, он был не сильно долгий. Где-то минут 40 и шел. Но за это время я 2 толстолоба поймал. Один где-то под двушечку, а второй где-то килограммчик. Ну, маленький, короче. И тот и другой. Но сам факт. Никогда не ловил в дождь толстолоба. Вот от слова совсем никогда. Не знаю почему. Потому что думал, что не клюет. Потому что везде там насмотришься видео, начитаешься, что только солнце, только это, третье, пятое, десятое. Как показывает практика, не все то золото, что блестит. Вот. И клюет он и в дождь, когда жрать ему хочется, как оказывается. Вот. И в солнце он клюет, и в ветер он клюет, и короче. Клюет он, я так понимаю, практически всегда. Думаю, что и ночью он будет клевать, если поплавки будут светиться. Вот как-то так. Поэтому если идете на этого зверя, не стесняйтесь брать донные снасти, верхние снасти, получается. И если ловите, то ловите.
там как получится. Я думаю, что все зависит от водоема, от температуры, от поры года, от его желания есть. Поэтому ну, тут тяжело как бы все вот эти факторы сопоставить. И немного на самом деле рыбаков, которые вот так вот очень сильно как бы заморачиваются с этим. А? 2. 4. Там и кофе сейчас хотим варить. Потому что утром показалось маловато. Вот как-то так. Поэтому посмотрим, что нам принесет день. День только начинается. Фактически наша рыбалка только стартует, потому что с вечера мы обычно там раскладываемся. Вот, готовимся там, делаем там палатки, монтажи, наживки, да, то есть вчера вечер был необычный, вчера был сракопек вообще как бы там полнейший, да, мы приехали уже, ну, где-то было порядка к 5 часам, а смолило так, что, не знаю, что в пустыне. Вот, но тем не менее, вчера мы поймали 1, 2, 3, 4, и сегодня 3, уже 7 получается. Ну, все маленькие. Пока что крупных не было. Вот. Ну, может, опять же таки, может из-за насадок, потому что все у нас насадки как бы сегодня на основе как бы трав, специй и так дальше. Да, то есть там белковой составляющей практически никакой. Вот. Но все равно как бы цель обловить конкретные монтажи, точнее конкретные насадки, значит будем облавливать конкретные насадки. А там как карта ляжет. Ну, в конечном итоге доигралась первая Позвали меня. правая удочка. Чего не позвали меня? Алло. Потому что он только клюнул. А вы еще не знаете, что он дойдет? Должен дойти. Папа, давай-ка его не сорви, пожалуйста. Что, будешь снимать или? Нет. Да, ну иди. Сюда в него? Ну тут как, Пап, иди как сюда, доведем. короче. Сюда не, Нет, а там, там нитка. Ну, тоже мелочь. Маленький. Сегодня у нас спиногрызы. А видите, там не Давай. видно. Давай ручку, ой, давай удочку. Спецоперация. Спецоперация не получится. Папа, давай я его возьму подниму, пап. Килошный такой. Блинишь? Бери удочку. И отходи с ней назад вот так Да, чуть-чуть. отходи. Вот так не поднимай ее. Выше, 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 подними выше, вот так. Вот. И потихонечку подпрыгивай. Брал? Брал? Не. Давай, давай, давай. Еще, отходи еще. Поймал? Трава. Сработала трава. Это Сейчас трава. надо доставать, потому что походу сейчас еще один будет. Ну, щось осталось. Пап, щось мы не будем уезжать, я так понял. Давай не будем уезжать, папа, ну такие клювы хорошие. Ну, серьезно. Кило где-то. Нормально. Малек, в общем. Ого, Я хвостом. спасаю. Она уже не первый раз тут фига. Мені кажется, що це один і той же. Це інший, так? Не, может один и тот же. Да? Ну ми ж піймали. Опа. Думает, буду есть, пока дают. Так, давайте, пап. Там у меня еще рыба есть. Сейчас сразу же развенчаю еще один миф, что долго толстолоб клюет там с очень большим интервалом. Ребят, только забросил, еще и минуты не прошло. Он правая удочка, на которую только что достали толстолобиком. Уже, короче, в пляс пошел. Реально минута времени, вот от момента, когда я... Что это надернуло? А это может просто что-то второе. От момента заброса я вот сел до кресла, вот расстояние, чтобы вы понимали. Оп. Вот. До удочки. Уже отплясывает. Так что если как бы он намерен клевать, поверьте, не надо долго ждать.
вам достаточно будет нескольких минут. Вон, среднее, что творит. Давай. Есть. Опа. Бачу. Меня друг туда не надо. Аж прыгает. Не поднимай. Вот так вытягивай, вот так. Вот так не будет. Только тяни. Вот. Так. А это у нас... А? Это сейчас я понюхаю, то ли перец, то ли... Травка, да? Толстолоба понюхай. Не, Толстолобый пахнет. то ли перец, то ли это. За нижнюю губу, да? Да, за нижнюю взял. Хороший. То ли окроп. Это окроп. Нормально. Укропчик. И так получается у нас по таким плюс-минус. Сейчас вот правая пойдет тоже, глянь. Сейчас будет дуплет. Вдруг там еще будет ложканка. Ну, десь трешка, да, я думаю, трешка точно тут есть. Трошка-матрешка. Ну, взагалі, де толстолоба це невеличкі, але для нашого сьогодні лова це Тримайте. плюс-мінус нормально. Да, на траву. В общем, поклевка на траву. 4-4 получается. Ну, это 2 плюс. Хороший. Ну, хорошо. Так, ну что я могу сказать? У нас остается где-то часик наполовить. Вот, и пора собираться на работу. В зачете 10 толстолобов, у нас ничья, 4 трава, 4 получается укроп, 1 клюнул на перец, вот, и 1 еще как бы там с прошлого раза кофейный был, этот самый, скажите, я скажу, бочонок, на него получается поймали, то, что осталось там с прошлых рыбалок. Вот, ну, итого в зачете 10 штук. Мелочь мы сразу же там повыбрасывали, то, что там было 2 плюс. Оставили, я думаю, тоже, скорее всего, там их сейчас там выкинем, там я себе 1 возьму. Потому что жена просила там что-то на пожарить, привезти домой. Я думаю, там одного нам вот так будет достаточно, чтобы там покушать. Ну, честно, работает, да, там, спасибо, я не помню, как зовут подписчика, да, который порекомендовал, спасибо за совет, за рецепт, ну, рецепт я как бы там уже сам сделал, не уточнял, но за совет, за наводку спасибо, да, что, ну, специя как бы неплохо себя показывает, вот, я даже, скорее всего, куплю укропа, насушу его, и буду с него делать, потому что себестоимость крайне низкая получается. Вот, и выгодно. Поэтому скорее да, то есть однозначно рекомендую, пробуйте, делайте. Оно того стоит. Но по факту у меня сейчас вот, в рекордсменах по эффективности это корица. Не скажу, что это как бы самый дешевый рецепт, но он работающий. Вот. А на втором месте это идет трава. То есть почему именно трава на втором месте? Потому что с точки зрения как бы стоимости бочонка это самый пока что, ну, дешевый вариант, который есть. Но он работает. Он классно работает. Не лучше всего, но классно, скажем так. Поэтому его и выгодно, как бы, и он достаточно универсальный, что на речку, там, что на озеро, там, ну, вот как-то так. Это сугубо лично по моим наблюдениям.
В этом году я даже еще не делал как бы там то, что мы как бы отлавливали классно в прошлом. Это там камыш, это смакухи, макушатники мы делали, как бы планктоны. Вообще было как бы, ну, огонь просто, вот они работали. Я, честно говоря, не повторял в этом году рецепты прошлогодние, потому что еще список из тех, которых я не делал, достаточно длинный. Я хочу их сначала попереснимать, показать их вам, да, чтобы у вас там, условно говоря, был ассортимент. А делаю я их разные для того, потому что у каждого подписчика, у каждого зрителя может быть доступ до того или иного ингредиента, но не быть доступа там до другого. Вот, потому что у меня было как, я снял 4 видео по самым таким рабочим рецептам, и люди начали спрашивать, а можно ли с этого сделать, а можно ли вот с этого сделать, а с того. Я понимаю, что эти вопросы задаются не потому, что просто его задать, а скорее всего потому, что это доступно тому или иному человеку. Вот. И я начал снимать уже как бы про рецепты, которые, из чего можно делать, на что клюет, облавливать их, показывать, чтобы там каких-то там сомнений не возникало. По-хорошему, я не знаю, я рецепт сделаю даже с какашки, я вам скажу так. И если кто не верит, я реально сделаю с какашки рецепт, покажу, как он делается, вот, и поймаю на него рыбину. Ну, какашка не человеческая только, это самое, либо лошадиная, либо коровья. Ну, это скорее даже, знаете, я потроллю просто некоторых там человек, которые рассказывают о том, насколько там толстолоб капризная рыба и на что он там в принципе не клюет, чего бы он не хотел, чего он не будет, и т.д. Поверьте. Тут важно не столько как бы на что он не клюет, чего как бы якобы в воде нет, а то, что ему похоже на то, что он ест. Вот так, в принципе, рыба ловится. Я вам скажу так, если следовать этой логике, то чисто теоретически карп не клюет на кукурузу, потому что ее же нету в воде кукурузы, правильно? Откуда же она там возьмется? Но он на нее клюет, как и на картошку, в принципе, клюет, да, то есть и на многое другое, там, на бойлы и т.д. Поэтому, оценка клёва рыбы, она не производится, там, допустим, с точки зрения того, там, что там водится в водоеме, что не водится, чтобы он типа якобы не должен есть, а он ест. Такое, поверьте, совсем по-другому это все работает. Это на уровне как бы химии банально идет, то есть там белки, жиры, углеводы, да, то есть вот с этой точки зрения нужно смотреть рацион питания рыбы. То есть все гораздо проще на самом деле, чем вы думаете. Вот. Просто нужно знать как бы комбинации, и нужно знать в какую пору года, в какой-то месяц время на что ловить. Потому что, как я уже говорил в одном из моих видео, да, то есть весной, в конце мая, у вас, например, толстолобик там на тмин будет брать гораздо хуже, либо вообще не брать, нежели ближе к осени. Не потому, что, в принципе, это не такой тмин вам попался, а потому, что ближе к концу лета начинают именно созревать разного рода семена того же тмина. Или, например, как бы запахи клубники больше работают там в начале лета, но хуже работают в конце там лета, осени. Понимаете, то есть о чем я, да? То есть и такая же как бы логика по остальным, там мед и так дальше. Есть типа там а-ля универсальные, а-ля топленое молоко. Я его сделаю вам, я уже обещал, я его сделаю, покажу. Но я его как бы не делаю, потому что оно реально дорогое в производстве. Очень дорогое в производстве. То, что вы там покупаете в магазине там по 40 гривен 3 бочонка, типа а-ля топленое молоко, там его близко нету, поверьте. От слова совсем его там нету. Там есть небольшая часть ароматизатора, и все. Остальное там намешано, что попало. Там даже пропорция муки не соблюдается и белковой составляющей. Вы там хрен найдете, если даже поищете. Но даже на эту каку оно там кое-как пытается клевать. Особенно если это озеро, ему в принципе жрать нечего. Вот. А если мы говорим там про карамель, либо топленое молоко, либо там вареная сгущенка, плюс-минус это одного поля ягоды, можно в принципе не разделять этих 3 ингредиента как таковых.
то работает он действительно хорошо. Но стоимость одного бочонка зашкаливает просто. Там за 30 гривен получается. Поэтому как бы не сильно прикольно. То есть вы сделали там 10 бочонок, вам 300 гривен, как бы бац, и пошло как бы на еду его, понимаете. А если мы говорим там сделать там с травы 10 бочонков, то у вас там получится, ну, условно говоря, там, ну, если даже считать по себестоимости, где-то, ну, до 100 гривен, скажем так. Делайте выводы, собственно говоря. А сказать, что это будет глобальная разница по клеву, не будет. Будет лучше немножко, ну и то не факт. В зависимости, опять же таки, от водоема и места, где вы будете ловить. Так, ладно. Ловим дальше. И через часик будем собираться. Пока что у нас 10 штучек. Ну что, друзья, мы собираемся. Сегодняшний наш результат 10 толстолобиков. 3 у меня пока что в сетке, остальные в воде. Вот. Ну, скажем так, укроп отработал хорошо, и трава отработала хорошо. Перец, ну, я думаю, это, скорее всего, залетный был какой-то. Но, тем не менее, даже на это клюнуло. Не знаю, каким образом, но, тем не менее, клюнуло на перец. Вот. Но не делайте этот рецепт, я его делать тоже не буду. Это попытался, не получилось. Вот, если есть лучше, если есть тем более гораздо лучше, если бы разница там была там 1-2, ну, плюс-минус рабочий вариант был бы, но если разница там в 5 раз, сами посчитайте. Тучки, видите, сзади идет вторая волна дождя, то есть за 40 км уже как бы там звонили ребята, что уже поливает, поэтому как бы мы срываемся с рыбалки раньше, чем хотелось бы того, но тем не менее эксперимент прошел весьма удачно. Вот, будьте с нами, подписывайтесь, кто еще не подписался, ставьте лайки, кому понравилось, пишите комментарии, ваши варианты, идеи, буду очень признателен, потому что я обязательно их в следующих видео опробирую, покажу. Вот, и дам заключение, насколько там как бы они рабочие, либо не рабочие. И обязательно вас поблагодарю, то есть не без этого. Ставьте лайки. С вами был Игорь, канал Баллады о рыбалке. До встречи.